В тихом пригороде Мейплвуд, где вдоль аккуратно подстриженных газонов тянулись заборы из штакетника, а детский смех эхом разносился по обсаженным деревьями улицам, жил мальчик по имени Томми Эндрюс. В свои 10 лет Томми был воплощением юношеского задора, вихрем энергии, с копной непослушных каштановых волос и россыпью веснушек на носу. Лучшим другом Томми не был его одноклассник или соседский мальчишка. Вместо этого его постоянным спутником была большая лохматая старая английская овчарка по кличке Бадди. Бадди принадлежал к семье Уилсонов, пожилой паре, жившей по соседству, но большую часть времени проводил с Томми. Миссис Уилсон, школьная учительница на пенсии с добрыми глазами и седыми волосами, всегда аккуратно зачесанными назад, привязалась к Томми, как только семья Эндрюсов переехала в дом 5 лет назад. «Этому мальчику нужен друг», — сказала она своему мужу Джорджу. «А Бадди нужен кто-то, кто мог бы за ним присматривать». С этого дня Бадди стал неофициальным опекуном Томми. Они были неразлучны. Каждый день после обеда, как только школьный автобус привозил Томми, он мчался на задний двор к Уилсонам. Бадди ждал их, виляя хвостом так сильно, что все его тело дрожало от возбуждения. Они часами играли в догонялки, катались по траве или просто сидели вместе, пока Томми читал вслух свой последний комикс, а голова Бадди удовлетворенно покоилась на коленях у мальчика. Родители Томми, Сара и Майкл Эндрюс, наблюдали за дружбой их сына с Бадди Блоссом со смесью радости и удивления. «Клянусь, этот пес понимает каждое слово, которое говорит Томми», часто замечала Сара, удивленно качая головой, наблюдая за ними из кухонного окна. Чего никто не понимал, так это того, насколько глубока была эта связь и как она будет проверяться способами, которые они и представить себе не могли. Конец. Это была чудесная суббота в конце августа, когда все изменилось. День, который, казалось, тянулся бесконечно, наполненный ленивым стрекотанием цикад и сладким ароматом созревающих яблок из сада старого мистера Питерсона, расположенного дальше по улице. Томми провел все утро, помогая отцу мыть машину, и пена разлеталась во все стороны, когда они устроили импровизированную водную битву. К обеду ему уже не терпелось пойти поиграть с Бадди. «Мам, можно мне сходить к Уилсонам?» — спросил Томми, подпрыгивая на цыпочках, когда Сара поставила на стол тарелку с бутербродами. Сара заколебалась. «Уилсоны навещают свою дочь в эти выходные, помнишь? Они вернутся только завтра вечером». Лицо Томми на мгновение вытянулось, но тут же снова просветлело. «Но Бадди все еще здесь, верно? Миссис Уилсон разрешила мне играть с ним, даже когда они уйдут. Пожалуйста, мам. Я буду осторожен и прослежу, чтобы у него было достаточно воды и всего остального. Вещь». Сара переглянулась с Майклом, который пожал плечами и кивнул. «Ладно», — согласилась она. «Но возвращайся к 4, ладно? Сегодня мы ужинаем с бабушкой». Томми радостно завопил, схватил сэндвич и в мгновение ока выскочил за дверь, бросив через плечо слова благодарности. Завернув за угол дома Уилсонов, он пронзительно свистнул. Почти сразу же над забором показалась мохнатая мордочка Бадди с горящими от возбуждения глазами. Томми отпер калитку и тут же был сбит с ног 80-килограммовым восторженным псом. «Эй, парень!» Томми рассмеялся, пытаясь отмахнуться от восторженного замечания Бадди. «Ты готов играть?» Следующие пару часов задний двор был наполнен смехом Томми и радостным лаем Бадди, когда они гонялись друг за другом, играли в перетягивание каната старой игрушечной веревкой и, наконец, улеглись в тени большого дуба. Томми был так увлечен рассказом Бадди о книге, которую он только что закончил читать, захватывающей приключенческой истории о мальчике и его собаке, спасающих город от катастрофы, что не заметил потрепанный фургон, который остановился на другой стороне улицы. Он не заметил 2 мужчин, которые вышли из машины. Их взгляды были прикованы к ничего не подозревающему мальчику и его собаке-компаньону. Только когда на него упала тень, Томми поднял глаза и вздрогнул. Над ним нависли 2 незнакомцев. Их лица были скрыты за ярким солнцем. «Эй, малыш!» — сказал один из них хриплым голосом.
Мы ищем потерявшегося щенка. Думаешь, ты мог бы нам помочь?» Томми заколебался, чувствуя, как внутри у него скручивается комок беспокойства. Родители предупреждали его о незнакомцах, но эти мужчины не выглядели особенно угрожающими. Один из них был высоким и долговязым, в бейсболке, надвинутой на глаза. Другой был пониже и коренастее, с аккуратно подстриженной бородкой. Бадди, однако, мгновенно насторожился. Его шерсть встала дыбом, а из груди вырвалось низкое рычание. «Я не знаю», — пробормотал Томми, поднимаясь на ноги. «Я не видел здесь ни одного потерявшегося щенка». Мужчина пониже ростом подошел ближе, не обращая внимания на все более угрожающее рычание Бадди. «Давай, это займет всего минуту. У нас в фургоне есть несколько фотографий. Может быть, вы видели его где-нибудь поблизости?» Все инстинкты Томми кричали ему бежать, но страх приковывал его к месту. Бадди встал между Томми и незнакомцами. Его рычание перешло в резкий, сердитый лай. «Заткни пасть», — прошипел мужчина повыше, нервно оглядываясь на окружающие дома. Все произошло так быстро. Мужчина пониже бросился вперед и схватил Томми за руку. Бадди прыгнул, его зубы впились в ногу мужчины. Раздался крик боли, сверкнул металл, сверкнул нож, и внезапно Бадди вскрикнул, падая назад. «Бадди!» Томми закричал, вырываясь из железной хватки на своей руке. Он успел заметить кровь на шерсти Бадди, прежде чем к его лицу прижали тряпку. Его ноздри наполнил тошнотворно-сладкий запах, и мир начал вращаться. Последнее, что услышал Томми, прежде чем его поглотила темнота, был отчаянный лай Бадди, который становился все тише, словно доносился издалека. Когда Сара взглянула на часы и поняла, что уже почти 5, ее сердце замерло. Томми никогда не опаздывал, даже не позвонив или не отправив сообщение. Она попыталась дозвониться ему на мобильный, но он сразу переключился на голосовую почту. «Майкл», — позвала она, стараясь не выдать паники в голосе. Томми еще не вернулся. «Я собираюсь проверить Уилсонов». Она поспешила к соседнему дому. Ее беспокойство росло с каждым шагом. Калитка на задний двор была открыта и слегка покачивалась на ветру. Когда она завернула за угол, от открывшейся перед ней картины у нее кровь застыла в жилах. Бадди был там, но он не был тем прыгучим энергичным псом, которого она знала. Он лежал на боку, его шерсть была перепачкана кровью, и он тихо скулил. А Томми? Томми нигде не было видно. На крик Сары сбежались все соседи. За этим последовал настоящий кошмар. Полицейские мигалки, поисковые отряды, прочесывающие улицы и мучительные часы ожидания. Сара и Майкл прижались друг к другу, снова и снова отвечая на одни и те же вопросы. Их голоса охрипли от того, что они выкрикивали имя Томми. Бадди срочно доставили к ветеринару, его состояние было критическим. Полиция заверила Эндрюсов, что они делают все возможное, но с наступлением ночи, а Томми все еще не было видно, надежда начала таять. За много миль отсюда, на заброшенном складе на окраине города, Томми только начинал шевелиться. В голове у него стучало, а рот был словно набит ватой. По мере того, как сознание медленно возвращалось, страх снова охватил его. Он находился в маленькой тускло освещенной комнате, лежал на тонком матрасе на полу. Единственное окно было расположено высоко и зарешечено. Паника подступила к горлу, когда воспоминания нахлынули на него. Мужчины, рычащие приятели с тряпкой на лице. «Эй!» — крикнул он срывающимся голосом. «Выпустите меня, пожалуйста, я хочу домой». Дверь открылась, и вошли двое мужчин, которых он видел раньше. В резком свете флуоресцентных ламп Томми впервые смог разглядеть их как следует. У того, что повыше, было худое крысиное лицо и нервные глаза. Борода того, что пониже, не вполне скрывала уродливый шрам, который тянулся от уха до подбородка. «Заткнись, парень!» — прорычал человек со шрамом. «Здесь тебя никто не услышит. Что тебе надо?» — спросил Томми, ненавидя себя за то, как тихо и испуганно звучит его голос. «У моих родителей не так много денег». Крысолицый рассмеялся. Высокий, неприятный звук. «Дело не в деньгах, парень, ты наш билет к чему-то гораздо большему.
Они отказались говорить больше, оставив Томми наедине с его страхом и растущим чувством отчаяния. Когда он скорчился на матрасе, стараясь не заплакать, его мысли обратились к Бадди. С ним все в порядке? Сильно ли его ранили ножом? Образ окровавленного друга, лежащего на траве, преследовал его. Чего Томми не знал, так это того, что в этот самый момент Бадди боролся за свою жизнь на операционном столе и готовился к выполнению самой важной миссии в своей жизни. Доктор Елена Родригес проработала ветеринаром более 20 лет, но она никогда не сталкивалась с подобным случаем. Старая английская овчарка была доставлена в больницу с глубокой колотой раной в боку, из-за которой она потеряла опасное количество крови. Но ее поразила не только тяжесть травмы. Ее поразило поведение пса. Даже когда его готовили к операции, его глаза оставались настороженными, устремленными на дверь, как будто он кого-то ждал. Он постоянно скулил, но не от боли, а от того, что Елена могла описать только как страдание. «Он как будто пытается нам что-то сказать», прошептала она своему ассистенту, пока они зашивали рану. Операция была простой, но Бадди показал себя бойцом. Пока Алина сообщала что-то полицейскому, который сопровождал собаку в клинику, ее внимание привлекла суматоха в приемном покое. Бадди, все еще не пришедший в себя после наркоза и подключенный к капельнице, с трудом поднимался на ноги. «Успокойся, здоровяк», — успокаивающе сказала Алина, подбегая к нему. «Тебе нужно отдохнуть». Но Бадди ничего этого не хотел. Он уперся в капельницу, в его глазах светилась дикая решимость. Только 3 сотрудников смогли удержать его на операционном столе. «Я никогда не видела ничего подобного», — сказала Елена офицеру, недоверчиво качая головой, как будто у него какое-то срочное задание. Животные могут быть невероятно интуитивными. Я не могу не задаться вопросом, не связано ли это как-то с пропавшим мальчиком. Офицер, опытный кинолог по имени Джек Томпсон, задумчиво изучал Бадди. Он много лет работал с полицейскими собаками и узнал выражение глаз Бадди. Оно было таким же сосредоточенным, как у напарников Гасси, когда они поднимались на гору. «Док», — медленно произнес он, — «я знаю, это звучит безумно, но я думаю, нам нужно его отпустить». Елена в шоке уставилась на него. «Офицер, ему только что сделали серьезную операцию. Он сейчас даже не должен быть в сознании, не говоря уже о том, чтобы передвигаться». «Я понимаю», — ответил Джек. «Но интуиция подсказывает мне, что этот пес знает что-то, чего не знаем мы. Он может быть нашим лучшим шансом найти того мальчика». Это шло вразрез со всем, чему учили Елену. Но когда она посмотрела на Бадди, который все еще был в наручниках и не сводил глаз с двери, она почувствовала, как что-то вспыхнуло. Надежда? Интуиция? Что бы это ни было, это заставило ее медленно кивнуть. «Хорошо», — сказала она, — «но я пойду с тобой. Ему понадобится медицинская помощь, и я не спущу с него глаз». Итак, в предрассветные часы воскресного утра в путь отправилась необычная поисковая группа. Джек в своей патрульной машине, Елена в своем ветеринарном фургоне, а Бадди, забинтованный, но решительный, шел впереди. Поначалу Бадди казался дезориентированным, ходил кругами и скулил. Но когда они добрались до окраины города, его поведение изменилось. Он целеустремленно побежал, уткнувшись носом в землю, останавливаясь только для того, чтобы убедиться, что его спутники-люди не отстают. Они ехали по промышленным районам, мимо закрытых фабрик и заросших участков. Сердце Елены разрывалось между беспокойством за здоровье Бадди и растущим волнением. Неужели это происходит на самом деле? Наконец, спустя почти час, Бадди резко остановился перед полуразрушенным складом. Его шерсть встала дыбом, и из груди вырвалось низкое рычание. Джек немедленно вызвал подкрепление, держа руку на оружии и приближаясь к зданию. Елена держалась позади Бадди, восхищаясь выносливостью и решимостью пса. То, что произошло дальше, было как в тумане. Тело. Район кишел полицейскими машинами,
Офицеры с пистолетами на изготовку вошли на склад. Раздались крики, треск ломающегося дерева, и затем мы поймали его. «Мальчик здесь! Он жив!» Елена разрыдалась от облегчения, нежно обнимая Бадди. «Ты сделал это», — прошептала она. «Ты замечательный, храбрый мальчик». Внутри склада врачи скорой помощи осматривали заплаканного и потрясенного Томми. Двое похитителей были застигнуты врасплох, и теперь их, закованных в наручники, вели к ожидавшим полицейским машинам. Когда Томми увидел Бадди, его лицо озарилось радостью. Он вырвался от парамедиков и обнял своего пушистого спасителя, уткнувшись лицом в толстую шерсть Бадди. «Ты пришел за мной», — всхлипывал он. «Я знал, что ты придешь. Ты самый лучший пес на свете». Встреча Томми и его родителей была эмоциональной и трогательной. Сара и Майкл не могли перестать обнимать своего сына, слезы текли по их лицам. Но именно в тот момент, когда они повернулись к Бадди, они по-настоящему прониклись глубиной их чувств. Майкл опустился на колени рядом с собакой и нежно погладил ее по голове. «Спасибо», — сказал он прерывающимся от волнения голосом. «Вы спасли нашего мальчика, и мы никогда не сможем отблагодарить вас». История героического спасения Бадди попала в заголовки газет по всей стране. Люди были поражены преданностью, умом и абсолютной решимостью пса. Посыпались предложения о вознаграждении и спонсорской помощи в виде корма для собак. Но Уилсоны, которые примчались домой, как только услышали новость, отклонили их все. Но он сделал это не ради вознаграждения, сказал Джордж Уилсон журналистам, обнимая жену за плечи. Он сделал это из любви. Это та связь, которую невозможно переоценить. Последствия похищения привели к многочисленным изменениям в Мейплвуде. Сообщество объединилось, приняв новые меры безопасности и запустив программу «Соседский дозор». Но самое значительное изменение произошло в отношениях между семьями Эндрюс и Уилсон. Осознав, как много Бадди значил для Томми и как много Томми значил для Бадди, две семьи пришли к соглашению. Бадди делил свое время между двумя домами, установив специальную собачью дверь в заборе между их дворами. Что касается похитителей, то их поимка привела к раскрытию более крупной преступной операции. Выяснилось, что они были участниками банды, занимавшейся торговлей детьми, и их арест привел к спасению нескольких других пропавших детей. Храбрость Томми, который дал показания против них, а Бадди оказал ему моральную поддержку, способствовала тому, что они получили длительные сроки тюремного заключения. Это испытание оставило свои шрамы, как физические, так и эмоциональные. Томми месяцами снились кошмары, он часто просыпался в холодном поту и звал Бадди. Но каждый раз верный пес оказывался рядом, терся носом о его руку и стоял на страже, пока мальчик снова не засыпал. Рана Бадди зажила, оставив неровный шрам, который, по словам Томми, придавал ему еще более героический вид. И без того особый статус собаки в округе достиг почти мифических масштабов. И дети, и взрослые останавливались, чтобы погладить ее и предложить угощение. У Томми этот опыт пробудил глубокий интерес к охране правопорядка и спасению животных. Всю ночь Томми оставался рядом с Бадди, вспоминая их приключения, игры, в которые они играли, и жизни, которых они касались. Когда забрезжил рассвет, Бадди в последний раз поднял голову, лизнул Томми в руку и, тихо вздохнув, в последний раз закрыл глаза. Церемония вручения дипломов была и горько-сладкой, и торжественной. Томми получил свой значок с тяжелым сердцем, но в то же время с новым чувством целеустремленности. В своей речи перед коллегами-выпускниками он говорил о непоколебимой преданности и мужестве Бадди. «Мы здесь для того, чтобы защищать и служить», сказал он твердым голосом, несмотря на горе. «Но мы также здесь для того, чтобы воплощать самые лучшие человеческие качества: верность, храбрость, сострадание.
Мой пес Бадди научил меня, что на самом деле означают эти слова. Он спас мою жизнь не только от похитителей, но и каждый день показывал мне, что значит любить безоговорочно. Отправляясь в мир, чтобы служить нашим сообществам, давайте возьмем эти уроки с собой. Когда Томми закончил свою речь, в зале не осталось ни одного сухого глаза. Его родители, Уилсоны и многие их соседи по Мейплвуду, приехавшие на церемонию, стояли и аплодировали. Их сердца были полны гордости и любви. В последующие годы Томми стал известен как один из самых отзывчивых и эффективных сотрудников департамента. В конце концов, он осуществил свою мечту. Стал кинологом, работая в паре с молодой немецкой овчаркой по кличке Макс. Вместе они составили отличную команду, специализирующуюся на поиске пропавших детей. Томми никогда не забывал о влиянии Бадди на его жизнь. В свободное от работы время он работал волонтером в местных приютах для животных и выступал в школах с лекциями об ответственном обращении с домашними животными и о невероятных связях, которые могут возникнуть между людьми и животными. Он даже запустил программу, в рамках которой собаки-спасатели работали в паре с детьми, пережившими травму, помогая им исцелиться и найти цель в жизни. На 5-ю годовщину окончания школы Томми вернулся в Мейплвуд на торжественную церемонию. Сообщество объединилось, чтобы создать небольшой парк в честь Бадди, в котором будут организованы собачьи бега и установлена красивая бронзовая статуя старой английской овчарки. Когда Томми стоял перед собравшейся толпой, чтобы произнести речь, он почувствовал, как к горлу подкатил комок. Он увидел знакомые лица, своих родителей, Уилсонов, старых соседей и даже некоторых офицеров, которые много лет назад участвовали в его спасении. А там в первом ряду сидела группа детей со своими собаками-психотерапевтами, все выпускники программы, которую начал Томми. Но он был не просто домашним животным. Начал Томми сильным и ясным голосом. Он был героем, другом и учителем. Он показал нам, что любовь не знает границ. Ни возраста, ни вида, ни даже жизни и смерти. Его наследие продолжает жить в каждой жизни, к которой он прикоснулся, в каждом ребенке, который находит утешение в пушистом друге, в каждой собаке-спасателе, получившей второй шанс. Он помолчал, глядя на статую, которая так точно передала сходство с Бадди. Внимательные глаза, лохматая шерсть, осанка, которая всегда казалась готовой к действию или к тому, чтобы погладить живот. Бадди научил меня, что истинная сила заключается не в физической мощи или авторитете. Речь идет о сострадании, о том, чтобы никогда не отказываться от тех, кого ты любишь, о том, чтобы встретиться лицом к лицу со своими страхами и помочь другим. Эти уроки я ношу с собой каждый день как офицер полиции, кинолог и как человек. Томми обвел взглядом аудиторию, увидев слезы на глазах многих, но также и улыбки понимания и согласия. Этот парк не просто мемориал, это обещание. Обещание поддерживать дух любви и верности, воплощенный Бадди. Это место, где завязываются новые дружеские отношения, где дети узнают радость от игры с собакой, где наше сообщество может собраться вместе и вспомнить, что иногда у наших величайших героев есть 4 лапы и хвост. Когда Томми закончил свою речь, легкий ветерок прошелестел в кронах деревьев, донеся до него отдаленный лай. На мгновение Томми почти представил, как Бадди стоит рядом с ним, виляя хвостом, готовый к их следующему приключению. Наследие мальчика и его собаки, наследие любви, храбрости и непоколебимой дружбы будет продолжать вдохновлять и влиять на жизнь будущих поколений. А в тихом пригороде Мейплвуд, в небольшом парке с бронзовой статуей, дух героической староанглийской овчарки Бадди будет вечно стоять на страже. Это свидетельство необычайной глубины связи между людьми и их животными-компаньонами.